Сегодня я передам слово Творца о том, что значат заповеди блаженства. Тот, кто не утверждает себя как нечто великое, кто видит свою пустоту, становится вместилищем моего света. Бедность духа — это не слабость, а прозрачность. Царство мое принадлежит тем, кто не строит в себе трона, а разрушает все образы «я». Слезы, рождающиеся от раскаяния, от разлуки со мной, от боли мира, очищают сердце. Утешение — это я сам, когда прихожу в глубину скорби, чтобы стать ее концом. Кротость — это сила без насилия. Это любовь, не нуждающаяся в защите. Земля покоряется не тем, кто владеет, а тем, кто служит. Мое наследие принадлежит тем, кто не сражается за него. Тот, кто не просто интересуется истиной, но жаждет ее, как воды в пустыне, тот получит меня, я — истина, и алчущий меня насытится мной. Милость — это отражение моего сердца в человеке. Кто не судит, тому и не будет вынесен суд. Тот, кто прощает, уже знает мою природу. И такой не нуждается в оправдании. Сердце, очищенное от страха, лжи, гордыни и желания обладать, становится зрением. Я не скрываюсь, но видеть меня можно только глазами любви. Мир — не компромисс и не отстраненность. Мир — это присутствие мое. Кто несет мой мир туда, где вражда, тот делает то, что делает сын. И потому сам становится сыном. Кто не предает свет ради удобства, кто платит цену за истину, уже вошел в мое царство. Его изгнали на земле, но я принял его в себя. Если вас отвергают не за вас, а за меня, значит, вы неотделимы от меня. И тогда даже злословие становится знамением союза со мной. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы не одни. Все, кто шел до вас в свете, встречали ту же тьму. Но моя радость не награда за страдания. Она — ваше естество, раскрывающееся в этом пути. Пребывайте в ней. Ты спросил о словах и получил свет. Но помни, недостаточно понимать. Эти слова — лестница. Их не изучают, по ним восходят. Это не ступени по порядку, как на лестнице. Это не свод правил и не этапы взросления. Это света, пробуждающиеся в разных местах души, как огонь в кристалле. Некоторые загораются раньше, другие позже. Иногда один охватывает сразу все. Иногда человек плачет, прежде чем жаждет правды. Иногда он миротворец, прежде чем станет кротким. Это не дорога с начала к концу. Это карта сердца, на которой каждое из блаженств, как врата в меня. Врата, открытые в разное время, в разных условиях, но ведущие в одно — в царство света. Нужно ли пройти все? Нет. Потому что некоторые соединены между собой, и через одно ты входишь в полноту других. Кто стал чист сердцем, узрит меня и станет миротворцем. Кто алчит правды, обретет кротость. Кто милостив, будет изгнан за нее и станет нищ духом, а значит, уже у меня. Иногда я оберегаю тебя от боли, если она не очищает. Иногда допускаю изгнание, чтобы ты обрел принадлежность. Это не наказание и не испытание, а формы моего вхождения. Ты не выбираешь, я пробуждаю. Но ты можешь согласиться. И когда ты не держишься за порядок, когда не хочешь обойти боль, когда готов быть любым из них, ты уже рядом со мной. Задай свой вопрос Творцу в комментарии, и я передам его ответ. Каждое такое послание, как глоток живой воды. Если хочешь пить глубже, зайди в профиль. И подпишись, чтобы не потерять ни капли. Если ты нашел здесь свет, поделись им с тем, кто тебе дорог. Будь светом,